Привет всем любителям науки! Мы рады вас видеть в нашей замечательной лаборатории, друзья. И сегодня мы познакомим вас с невероятной грелкой. Да, мы сможем вскипятить воду без кипятильника и микроволновой печи. При помощи вот этой нанотехнологии. Да, эту технологию засекретили для того, чтобы мы ей сегодня воспользовались. Смотрите, у нас есть баночка с водой. Вот эта нанотехнология меня познакомила моя любимая бабушка. Ну а теперь надо проверить, кипяченая или вода или нет. Мне не жалко палец, потому что я знаю, что эта вода не кипит. Признаков кипения нету. Давай. Смотри, вода не бурлит. Не бурлит. Следующий признак кипения это 100 градусов. Опускаю воду. О, и ты обжег палец. Нет, не 100 градусов, вода не кипяченая и не кипит. Ну да, действительно, она очень даже тепленькая. Ну а теперь, за сколько мы скипятим эту воду? Давай засекать. Ты будешь засекать, я буду кипятить. Давай я буду кипятить, а ты будешь засекать. Хорошо. А потом, знаешь Я чего? просто очень хорошо умею кипятить. Нет, а потом, знаешь чего? Взамен я разрешу тебе первому засунуть палец. О, все, готов, давайте. Итак, внимание, сейчас мы делаем вот что. Мы пытаемся избавиться от звуков в моей речи. И Максим кипятит эту воду. Сколько прошло уже? 5, 6, 7, 8, 9, О, есть, смотри. 11, Смотри. 12 секунд! Боже мой, обалдеть! Смотрите, вода кипит. Я приблизил это. Мы видим с вами пузырьки. Это первый признак кипения. Какая горячая. Положи на место. Смотри, вот так поднесу прям. Обалдеть! Смотрите, это настоящая кипящая вода! Ну а теперь я могу засунуть туда палец? Конечно. Ну все, друзья, мы прощаемся с этим пальцем, потому что он был когда-то очень Класс, хорошим смотри, как моим красиво, помощником. красиво кипит, как, ну, прям шикарно. А можно еще? Давай еще пузырьков. Еще побольше тебе, что ли? Еще закипятим, чтобы прям в кипящую воду я засунул палец. Сейчас будет, смотри. Так, Скрываем. внимание, вода кипит, Скрываем. пузырьки. Вскрывай, открывай быстренько. Итак, смертельный номер. Как сказал бы, знаешь кто? Что? Станиславский. Не верю. Что, не веришь? Ну не верю, потому Это что адская боль. мы точно видели все признаки кипения воды, но на самом деле эта вода действительно просто кипела, но температура ее была не 100 градусов. Да, она гораздо меньше. Я могу опустить палец спокойно, видите, и палец у меня нормальный. Даже не пахнет вареной сосисочкой. Все любители, знаешь чего? Путешествовать в горы знают, что если подняться на Эверест, то там можно вскипятить воду при температуре меньше 100 градусов. А точнее, при температуре плюс 67. Там сразу кипит вода. Можно в такой воде сварить пельмешки? Нет, Ни в коем случае нельзя, поэтому будете есть сырое мясо. конечно. Давайте сейчас мы объясним, как такое вообще возможно. Что происходит с водой. Но чтобы это более компактнее или более уверенно рассказать, отставим воду и возьмем другую побольше банку. Вот смотри. Давай скажем, что на самом деле, как любит говорить Максим, все дело в атмосферном давлении. Но как конкретно оно влияет на кипение, мы сейчас с вами Увидим при помощи вот этого шарика. Видите, этот шарик, он наполнен воздухом. И вы еще увидите прекрасный фокус. Оказывается, шарик, который уже завязан, можно сделать больше. Серьезно? Тоже используя атмосферное давление. Вот здесь, Да. знаешь чего? Что? Я разрешу тебе качать. Ах ты негодяй. Потому что банка больше. Банка больше, сделать это сложнее, поэтому в битву вступает настоящий титан. Запускаем этот маленький пока что шарик в банку, закрываем ее, берем насос. Это, кстати, насос обратный, который не закачивает воздух, а выкачивает его. Таким насосом пользуются все наши бабушки, которые любят делать закатки на зиму. Начинаем Поехали. качать. Качай. И пока прекрасный, невероятный насос Герасим, я иногда его так и называю, насос Герасимович, качает, мы с вами внимательно наблюдаем за шариком банки. И уже видно, качай. Уже видно, что шарик становится больше. О, это нельзя ускорить.
Нет, нельзя. Все делаем в реальном времени, поэтому следите за нами, за моими трясущимися руками. Давай. Но каждый мужчина должен это уметь. Ну, потому что мужчине надо делать закатки. Конечно, конечно. Внимательно, внимательно смотрите, шарик уже отчетливо стал больше. И чем больше мы убираем воздуха из банки, тем шарик становится больше. Ладно, давай пока. Вот смотрите, шарик. Да я покачаю, ты объясни. Я не Шарик буду быстро. увеличился. Что происходит в банке? Дело в том, что когда шарик был снаружи, на него действовало атмосферное давление. Поэтому он надулся до определенных размеров. Мы опустили его в банку, и в банке Тоже был воздух. я устал. Тоже был воздух. В банке был воздух, но мы его с помощью этого насоса выкачали. Таким образом, мы понизили давление в банке. Воздуха там реально стало меньше. И Но в шарике-то воздуха осталось столько. Да, и он попытался занять освободившееся пространство вокруг себя и увеличился. И сейчас мы еще чуть-чуть подвыкачиваем воздух. Я думаю, предел здесь есть. Да нет, пределов нет. Ты думаешь? Конечно. Не, знаете самое главное, пределов вашим возможностям не существует. Только труд и трудолюбие. Чем больше вы будете стараться, тем больше он будет становиться. О, здесь обычно появляется надпись "A few moments later". Но мы не будем такого делать, чтобы вы видели все наши старания в реальном времени, как мы страдаем. Ну, я думаю, вот этого для эксперимента нам хватит. Ну давай еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть? Ну чуть-чуть еще. Смотри, смотри, он уже упирается в стенки. Все, сейчас он станет вообще самый очень большой. Очень большой. О, Ну ладно. фу, насос нагрелся. Мы убираем насос. И Подожди, стой. давай оставим вот такой прекрасный, законсервированный, гигантский уже шар. Да, все могут сравнить с тем шариком, который был до этого. И теперь на ваших глазах мы аккуратненько открываем клапан на этой крышке. И воздух снаружи зайдет в банку и задавит весь воздух, который хотел сбежать из этого шарика. Хотел занять Шарик вернется освободившийся. к своему тому самому естественному для него состоянию. Пустых мест в природе не бывает. Раз, два, открывай клапан. О, смотрите, шарик заскакал. И снова сдулся. Сильно мы выкачали. Да. Вот. Почему сдулся шарик? Потому что давление атмосферное поставило его на место. То есть все нормализовалось и вернулось к естественному состоянию. Потому что этот шарик не мог сделать больше, чем то, на что он способен. Кстати, у меня появилась мысль. Не прыгайте через голову. Вы должны занимать столько пространства, сколько позволяет ваша личность. Ну, а если, возвращаясь к кипящей воде, Да. происходит то же самое. Чем выше горы, тем меньше атмосферное давление, потому что слои воздуха, они гораздо концентрированнее около Земли. Там воздуха больше, и поэтому он давит на нас с огромной силой. Но чем выше мы поднимаемся, тем разреженнее воздух. А что же такое кипение? Газы, которые растворены в воде за счет давления, они начинают высвобождаться и выходят. Но если мы поднимаемся наверх, то эти условия меняются. И, Вот. соответственно, газы начинают выходить, покидать нашу жидкость при более низких температурах. Ну и получается, если вы хотите пойти в горы, но не имеете такой возможности, берете баночку и буквально 15 секунд мы оказываемся с вами на Эвересте. Кипит вода. Я вижу прекрасные горы. А я напоминаю, что вы можете поставить нам лайк или ракету, ну вот любую благодарность, оставить свой комментарий и подписаться на наш канал. Да, а мы будем радовать вас новыми роликами и любить вас взаимной любовью.